Я заметил, что у многих людей после длительных серьезных отношений появляется определенный страх. А что, если я так и останусь один? Хорошо, когда этот страх проявляется, когда вам 20 плюс лет, ну там 25, к примеру. Вы подспудно, интуитивно понимаете, что у вас впереди еще вся жизнь, и ну навряд ли вы останетесь один. Но вот когда вам за 30, и у вас разрушилась семья, или вы вышли просто из долгих отношений, каких-то, может быть, гражданский брак, там еще что-то, и вот вы выходите в этот мир, и с интересом осознаете, что, во-первых, мир поменялся, а во-вторых, что теперь делать? Почему появляется этот страх? Для меня, во-первых, этот страх основан чисто на статистике. Как только я определил для себя те качества, как по внешности, так и по личности, которые я бы хотел видеть в своем партнере, я понял, что чисто статистически это очень-очень маленькая выборка. Если вы возьмете все население России, потом возьмете из него только женщин, потом только женщин подходящего возраста, потом только, там, например, незамужних без детей, ну и так далее, и так далее. И в итоге получается, что на твой город подходящих женщин не такое уж большое количество. Я, кстати, рассказывал о том, как я выбирал и выбираю до сих пор себе идеального партнера вот в этом видео, можете перейти посмотреть. Там очень интересные мысли, которые расставляют точки над и облегчают вообще сам процесс поиска партнера для жизни, да, по жизни и для жизни. Следующее, откуда это вообще все берется, из-за дефицита. Когда ты находишься в отношениях с кем-то, ты, во-первых, воспринимаешь партнера как фон, то есть у тебя фоново всегда присутствует партнер противоположного пола. Тебе не нужно заслуживать ценность. Ты постоянно получаешь подтверждение своей ценности. То есть у тебя в голове идет программа, что если рядом со мной кто-то есть, значит я ценен априори. Значит я вот крутой, значит я там привлекательный и так далее, и так далее. Как только ты с человеком расстаешься, этой подпитки нету, и мозг не может понять, психика не может понять, что вообще происходит. То есть вы просто начинаете жить без костылей, без эмоционально-психических костылей. И для мозга это непривычно. И мозг такой, а вдруг все, вдруг это был последний шанс. Причем более того, то есть каждое новое знакомство поначалу воспринимается как вот единственный последний шанс, который нельзя ни за что упустить. Но фишка в том, что чем ты больше стараешься, чем ты больше делаешь акцент на том, что это последний шанс, тем больше ты все рушишь, и у тебя ничего не получается, да. Об этом, почему так происходит, мы тоже поговорим в другом ролике, поэтому, кстати, если интересно, обязательно пишите в комментариях, может быть, есть какие-то темы, которые хотите, чтобы я раскрыл, высказал свое мнение на этот счет. Третье, откуда такой страх появляется, во всяком случае, из моей практики, вот в моем случае, это страх несоответствия. Когда ты выходишь из отношений, ты выходишь оттуда с определенным опытом. Ты уже понимаешь, что ты не хочешь видеть в своем будущем партнере, а что ты хочешь в нем видеть. Это не всегда правильные мысли, не всегда правильные установки, да? Здесь присутствуют и когнитивные определенные ошибки, и определенные искажения. Но, тем не менее, ты выходишь с опытом, и у тебя есть определенный набор вот пунктиков, которые ты бы хотел видеть в своем будущем партнере. Вот у меня при выходе из отношений планка очень сильно задралась. То есть я захотел определенного уровня женщин. Но при этом я прекрасно понимал, когда мы дети, например, когда мы подростки, нам определенные вещи не так важны, как, например, во взрослой жизни. Ну, например, там уровень дохода, да, ну, честно, когда тебе там 17-18 лет, тебе плевать, сколько там девушка зарабатывает или сколько у нее родители зарабатывают, лишь бы у нее там была грудь красивая, там фигура красивая, да, и все прочее. То есть, но когда ты взрослеешь, когда тебе за 30, то есть ты уже начинаешь задумываться, собственно, что мы с этим человеком сможем построить, а как мы сможем усилить друг друга, что я ей могу дать, что она мне может дать и так далее, и так далее. Так вот, я когда вышел из отношений и задрал планку, я понял, что я сам-то этой планке не соответствую. То есть я вот хочу найти девушку, да, там, определенных качеств, но я сам-то не соответствую этим качествам. Естественно, я занялся прокачкой себя, то есть я начал следить за собой, я начал одеваться, пошел в зал, там начал следить за питанием, за весом, за уровнем дохода и так далее, и так далее. Этот процесс, он до сих пор идет, но сам факт того, что я внутренне ощущал неконгруентность желаний, своих желаний с собой, оно тоже подпитывало этот страх. Я думаю, что это не все основные причины, по которым он появляется. Если у вас
какие-то другие есть мысли на этот счет, обязательно пишите в комментариях, мне будет интересно это услышать. Но это то, что лично пережил я, что я выяснил посредством саморефлексии, интроверсии, да, и поэтому вполне возможно, что вы можете обнаружить у себя то же самое, те же самые причины, по которым это чувство вообще появляется, потому что это очень сильное чувство, оно способно вогнать вообще в депрессию и вызывать очень-очень большие проблемы, потому что падает самооценка, то есть теряется мотивация там, к определенным вещам и прочее, прочее. Если вы тоже испытываете или испытывали подобные чувства, то знаете, с вами все хорошо, вы не поломаны, и это на самом деле проходится и проживается. Каким образом, я расскажу уже, наверное, в другом видео, чтобы просто не увеличивать хронометраж. Но просто помните, что с вами все в порядке, и это просто очередной этап, который необходимо либо проработать, либо прожить. Пока-пока.